Дама за рулем. Так вот. Едем по центру в троллейбусе номер 4 по Ленина. Вот это здание Примарии, горсовет, мэрия, кому как удобно, остановка, бывший центральный универмаг, пересечение с улицей Пушкина. Кишинев и кишиневцы. Троллейбус Шкода, кажется. Какая пошарпанная машина. Urmează stația Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt. Везде по всему городу пробочки. Вот джипик гибридный, вот хорошая вещь. Митсубик. Перекресток с улицей Пушкина. Вот мы в таком же троллейбусе, как вот сейчас, вот видите, вот мы сидим в таком же Шкода. Наша площадь. Здесь раньше был памятник Ленину вместо вот этого камня. Те же ели. А мне Вова, дальнобойщик, рассказал, почему елки перед окнами на доме правительства. Чтобы, сидя в кабинете, люди, которые там работают, смотрели на елки. Чтобы им напоминало это о лесоповале, куда можно попасть. Хотя я смотрю, что эти елки совсем никому не помогли. Вот Штефан чел Маре во всей красе. Проспект Ленина переименовали в его честь. Кто не знает, наверное, все знают. Сейчас будем выезжать на улицу Гоголя. И за Штефаном парк Пушкина. Слева корпус политеха. Вот сейчас посмотрим на площадь во всей красе. Вот эта площадь. Вот у меня когда была свадьба, тоже у моего друга Андрея Чепраги, мы все всегда приходили, возлагали цветы к памятнику Ленина. Вот здание политеха, корпуса политеха. Поднимаемся по улице Гоголя. Это 4-й троллейбус, 4-й маршрут. Вон на Бойканах идет по Панфилова, а потом поворачивает направо через площадь Конституции на Чернышевского. И мы выйдем с вами у Фнакера. Сейчас будем пересекать улицу Киевскую. Вот археологический музей.
вертолет, старинный трактор. Ну и почти все. То, что на улице находится. Помню, раньше здесь вот на углу Гоголя Искры, вот на той стороне был таксофон, телефон. Даже не говорили раньше таксофон, а телефонная будка. Вот здесь где-то, сейчас тут что-то реконструируют. А я вот тут имел мастерскую в здании, вот это здание на углу, вот пальцем показываю, музыкальная школа. И мы там в том дворе, в общем, имели мастерскую столярную. Выехали на улицу Искра, ныне она называется Букурешт. Букурешт, да. Пересекаем, сейчас будет улица Жуковского, ныне это называется остановка Николая Йорга, и вот 37-я школа, ныне это лицей Гоголя. Всем лицеистам гоголевцам и 37 школовцам большой привет. Моя дочка тоже здесь училась, занималась музыкой у Татьяны Петровны. Да, хороший тоже квартальчик. Там интересный барчик на той улице, на Щусева, Порш. Там хороший барчик был. Фраций. Кажется, его закрыли. Много чего ушло в прошлое, конечно. Улица Искры, дорогие друзья. Из окна троллейбуса 4-го маршрута. Сейчас вот, вы видите стадион Динамо. Он все такой же, без изменений. Вот Динамо. Забор динамовский. Все тот же. На той стороне детская больница. Поликлиника. Сергей Лазов. Сейчас скоро будем поворачивать и спускаться по Панфилова. Я называю этот мимо. С правой стороны будет Дендрарий, слева Камсик. Я называю этот спуск по Панфилова Буюканским спуском. Вот метрополия. Все четко здесь. Очень много появилось новых маршрутов. 35, 36, 38, 31 троллейбусных. Делаем такой кружок, чтобы попасть на Панфилова. Панфилова сейчас называется Василий Лупунг. Ну такой, не знаю. Но сегодня даже вот эта переименовка, эти вот новые названия каких-то деятелей, они потеряли значимость, не имеют той значимости, вот как раньше улицы, когда назывались вот исторические личности, писатели, академики. Как-то вот молодежь знала, о них изучали в школе, а сейчас это все на самотеке. Понятие родина, гордость за свою землю вымыта, стерта. Власть денег наступила. Карьера, деньги, успех. Бывшая танцплощадка «Улыбка» вот за этим забором. И вот начинается улица Панфилова, Буюканский спуск, так называемый. Да. Дендрарий с правой стороны мы не увидим. Вот этот особняк мне всегда нравился. Вот этот дом. Какой-то он особенный. Он очень давно. Очень мне нравится. И вот экстерьер. Комсомольское озеро слева, походу, но мы его тоже не увидим. Оно закрыто листвой деревьев.
Ну, образно себе представьте. Можем как-то попасть. Я вообще могу попасть в любое место. Только нужно для этого ваше желание. И красивая просьба. Меня многие критикуют, что я там нашел себе бизнес, там прошу денег. Это совсем не так. Чтобы попасть в какой-то район, мне нужно сесть на автомобиле. Но самое главное — потратить время, личное время своей жизни. А время нашей жизни, дорогие друзья, ограничено. И к тому же канал можно содержать, закупать технику, камеры, телефоны, компьютер, микрофоны, карты памяти, аккумуляторы и так далее и тому подобное. Потому что я снимаю почти в каждый день я занимаюсь обработкой, а это серьезное занятие. Простым телефоном здесь не обойтись, и офисным компьютером. Ну и к тому же, кто мне пишет, я хотел бы увидеть там Аргеев, Бельцы, без проблем. Пишите в личку на Фейсбуке или в Ютубе, напишите, как с вами связаться. Оплачивайте дорогу, расходы, и мы снимаем красивое душевное видео с любого места Молдавии. Были бы только средства, потому что я и так являюсь как бы спонсором, организатором, администратором, оператором и режиссером этого канала, но моей пенсии катастрофически не хватает на его содержание. Имеется в виду техника и передвижение. Заметили, что на моем канале нету ценников, как многие хейтеры пытаются мне подставить подножку, испортить мне настроение похабными комментариями. Их мало, но они есть. Ну и ко всем остальным относятся. Активнее поддерживайте канал, а то многие пишут, хвалят, восторгаются. А когда я им пишу, что особенно меня радует, допустим, материальная поддержка канала на его развитие, чтобы видео повыходило больше, чаще, интереснее. В большинстве случаев я не вижу реальной поддержки, а только палец вверх, типа, о, мол, классно. А что это классно означает? Да, по большому счету, в общем, ничего. Типа просто прочитано, да, я взял к сведению и ничего делать не буду. Крутись, ты сам снимай дальше, чтобы мы радовались. Вот эта вот дорога Белинского в сторону Камсика 4 раньше ходила с улицы Чернышевского, поворачивала на Белинского и шла на озеро. Там был у нее разворот конечный, сейчас этого нету. И аттракционы заброшены, в том числе, к сожалению. И ВДНХ в ущербном таком, в плачевном состоянии. На ней разместились всякие склады непонятные, ну, испохабили. Это как зашли с грязной обувью на чистый новый ковер в аккуратную квартиру. Вот так же и поступает нынешнее руководство, которое состоит преимущественно 99,9%. Все это богатые люди. Улица Панфилова, вот воинская часть напротив, с правой стороны воинской части уже нету, там сплошной котлован. Я сейчас поверну камеру, но навряд ли вы увидите что-то. Сплошной громадный котлован. Здесь будут строить громадные титаники, муравейники. Что очень нехорошо. Постройки очень несуразные, очень громадные. Очень такие громоздкие, красивые, бесформенные. Глазу не за что зацепиться. И хлепят эти дома один возле другого на расстоянии 10-15 метров. Можно соседу кинуть спички через балкон на балкон без особого усилия.
еще старые постройки военные. Вот эти домики, видите, одноэтажные. Насколько вот они милые глазу. И рядом вот эта вот стена, посмотрите. Громадины такие. Если урвали кусок, так из него надо выжать все соки, как из половой тряпки. Знаете, когда выжимают половую тряпку, все надо выжать хорошенько. Так и здесь. Больше денег, больше прибыли. Это называется бизнесом. Фу. Вот видите, табличка. Василий Лупон. Это бывшая улица Памфилова. Здесь был военторг, если помните. Воинские части. Военные домики с правой стороны. Вот сладенькая, маленькая элементарчика, такая гастрономчик такой. Двухэтажные домики, милые такие. Видите, как нормально смотришь, вот оно воспринимается, естественно. Вот уже нынешние новострои, они как-то давят на психику. Сейчас будем поворачивать направо к площади Конституции. Да. Будет вот сейчас остановочка и следующая кинотеатр Флакера. Но мне надо приготовиться заблаговременно, зачехлить камеру. Частный сектор. Сейчас будет круг. Пройдем круг, увидите начало проспекта Энгельса. Справа будет знаменитая Буюканская 16-этажка. Ну и потом знаменитая остановка Флакера. Я, к сожалению, не смогу снимать выход из троллейбуса, потому что рука занята тростью, а второй надо за что-то держаться, за поручни, чтобы не нарушить координацию, свою балансировку. Вот круг. И видите, вот начало проспекта Энгельса, вот эти знаменитые 9-этажки с правой стороны. 3 штуки, кажется. Вот она, площадь Конституции. Скоро-скоро Флакера. Мы сейчас будем зачехлять скоро камеру. Вот туда проспект Энгельса, ныне это называется Алба Юлия. До Полтавского шоссе такая стрела. Да. Вот супермаркет Линелла. Здесь раньше была столовая и кулинария. 45 лет назад ваш автор угощался здесь советским обедом с мамой, которая работала рядом в магазине промтоварном. И она мне, мама покупала мне картошку, вот это пирожное. Я очень любил кабачковую икру. И она всегда говорит: я стесняюсь покупать тебе кабачковую икру. А мне она очень нравилась и до сих пор нравится. Кабачку. Вот здесь вот была столовая вместо Линелла, и где не спится, там была кулинария. Кто здесь жил, все помнят, это Чернышевского 68 или 78. Так, я вычехляю камеру. Тут работала моя мама. Вот где забор, снесли парапет, площадку такую снесли. Тут вот процветает тротуарная торговля, что очень радует вашего автора, любителя ретро. До новых встреч, дорогие друзья.